Меня зовут Виктор. В этом видео проведем обзор вот такой вот сборной модели в масштабе 1 к 43. Это седельный тягач МАЗ-6422. Давно уже положил глаз на эту фирму. Кстати, фирма — это «Автомобиль в деталях». Хотелось уже попробовать собрать их грузовики. И вот решил начать именно с такого тягача. Коробка очень здорово выполнена, очень такая приятная, яркая, стильная, я бы даже сказал, подарочная. Здесь вот на боковинках изображены декали. Кстати, у нас 3 варианта декали на переднюю часть: приборная панель, номерные знаки, логотип компании, я так понимаю, Совтрансавто. Интересно, существующий это логотип наверняка. Так, здесь у нас дублируются надписи. И на последнем торце у нас сказано, что модель разработана по заводским чертежам. В наборе входит фототравление, кабину можно сделать откидной. В общем, многообещающая такая моделька. Вот здесь, кстати, все эти ярлыки дублируются. Давайте посмотрим, что внутри. Ну, содержимое, конечно, прямо противоположно внешней обложке. Литники. Вот этот литник, он даже едва помещается в коробку. Представляет собой такое что-то несуразное, скомканное, сложенное в безразмерные пакеты. Так, здесь сколько уже? 4 пакета, да, с пластиковыми деталями. Один пакет с металлическими и резиновыми деталями. И, на удивление, аккуратный пакетик с инструкцией и декалями. Так. И еще один небольшой пакетик, вот, кстати, с осями и фототравлением. С них, пожалуй, и начнем. Тоже фототравление не на литнике расположено, а вот так вот набросано прямо к осям. Не знаю, рискует все-таки повредиться. Здесь у нас 3 дворника, выполнено таким вот образом. Давайте начнем с декалей инструкции. Вот так вот неровно отрезанный кусок. Ну, главное, чтобы это не влияло на качество. Ну, пропечатано все, в принципе, довольно хорошо. Видны шкалы приборов. Все очень симпатично и читабельно. Печать рисунков тоже, в принципе, довольно качественная. Контур ровный. Белую сейчас оценить сложно, поскольку белая на белом. Но я думаю, она тоже такого же хорошего качества. Далее в наборе идет небольшой буклетик с презентацией модели, с рассказом о прототипе, я так понимаю. Здесь же технические характеристики. И здесь же реклама продукции. То есть можно приобрести еще бортовой грузовик, самосвал и вот такой вот фургон. Так, следующая бумажка с рекомендациями. И, наконец, сама инструкция. Вот можете видеть, какие тут чудесные литники. Они не замкнуты в единую рамку, а вот как-то вот так вот выглядят. Здесь у нас стеклянные детали, точнее прозрачные, из прозрачного пластика. Еще один литник. Но радует, что инструкция уже сшита в такую вот удобную книжечку. Так, последний литник. Здесь вот, кстати, видно, что дворники есть и пластиковые, но, видимо, фототравление добавлено уже отдельно. Начинается сборка модели на следующей странице. Вот так вот на раму крепятся все детали. Следующим этапом собирается кабина, интерьер. Собирается двигатель. Тоже интересно так детализирован.
Не слишком подробно, конечно, но вполне понятно, что есть что, и можно при желании, наверное, доработать. И последним этапом кабина, интерьер и двигатель монтируются на раму. В собранном виде вот такой вот замечательный тягач нас ждет. Сейчас я извлеку из пакетов все вот эти вот детали и рассмотрим их. Итак, давайте рассмотрим литники. Деталей довольно много, много тонких деталей, некоторые из них уже готовы отвалиться, но я так пересчитал, вроде всего хватает. А то говорят, что бывает такое, что чего-то и не докладывают, или просто оно отваливается и теряется. Ну, давайте посмотрим сначала прозрачный литник. Здесь лобовое, боковые стекла, фары и поворотники. Качество отличное, прозрачность отличная. Доставать пока из пакетика я его не буду. Далее металлические детали. Это кабина. Кабина уже отшлифована и готова к покраске. Здесь просверлены все отверстия. Единственное, что хочу отметить, вот эти вот огни на крыше, они отлиты вместе с кабиной из металла. Ну, конечно, не совсем хорошо. Было бы здорово, если бы они имитировались стекляшками. Вот так вот она выглядит сзади. Так, и рассмотрим раму. Рама здесь тоже выполнена из металла. На ней уже закреплены некоторые детали, точнее отлиты вместе с ней. Это вот баллоны, рессоры. Такая почти вся подвеска. Точно так же рама уже отшлифована и готова к дальнейшим работам. Вот это вот механизм, я так понял, подъема кабины. Резина. В комплекте идет 10 колес. Так понимаю, запасное не предусмотрено. Возможно, оно где-то у этого МАЗа установлено в таком месте, где его не видно. Или же оно на трейлер крепится. Честно, даже не знаю. Рассмотрим колеса. Как видите, они исполнены просто отлично. Прорисован протектор. Видны надписи на боковинках. Резина сама в меру мягкая, в меру жесткая. В общем, я думаю, работать с ней будет приятно. И вид она тоже будет иметь очень интересный на полке. Вот я не знаю, это в центре такой вот шов. Это, наверное, все-таки дефект. Его быть не должно. Да, свои минусы здесь наверняка тоже присутствуют. Итак, колеса также поставлялись без литника. Ну и рассмотрим основную часть деталей. Закреплено все вот на таких вот страшненьких, с позволения сказать, рамках. Огромное количество облоя на них, но на самих деталях ничего подобного нет. Сами детали отлиты очень хорошо, проработаны вот эти вот все швы, клепки. Все очень здорово смотрится. Это я вам показал бампер. Это, я так понял, деталь салона. Это головки блоков цилиндров. Двигатель здесь 8-цилиндровый. Следующий — это элемент пола. Обтекатель. Еще один обтекатель. Вот такая довольно тонкая, интересная деталь. В общем, моделька обещает быть очень интересной. Далее, на таком вот маленьком литнике установлены крылья, ступени. В ступенях сквозные отверстия. Тоже очень здорово. Как я и сказал, все детали отлиты очень хорошо. Какого-то облоя, каких-то дефектов я на них не вижу. Интересный такой контраст с такими ужасными литниками. Далее, детали. Не могу пока сказать, что это. Видно, выхлопная система или фильтры, баллоны. Вот крылья задних колес уже имеют такой блеск. Их, наверное, даже можно и не красить, наверное. Выглядят они уже очень здорово. Еще одна маленькая рамка. Само седло.
какой-то элемент, короб. В общем, посмотрим по инструкции. Кстати, если я правильно понял, здесь есть лишние детали, возможно, детали от других грузовиков МАЗ, возможно, запасные. Ну, при сборке посмотрим. Вот посмотрите, одной деталью здесь отлита нижняя часть двигателя и мосты. Точнее, не мосты, а вот эти вот редуктора, да, и карданные валы. Вот, прочая мелочевка, какие-то трубки. Вот какой-то элемент интересный с рифлением. Так, детали салона. Опять же, детали от подвески. Передний мост вместе с дисками отлит одной деталью. Не знаю, может быть, есть возможность сделать его поворотным, как-то распилить. Но опять же, при сборке буду вникать, уже смотреть, что из этого выйдет. Так, боковые обтекатели тоже имеют блеск. Хорошо выглядят, даже без покраски. Передняя решетка. Эмблема МАЗ. Читабельная. Тоже очень здорово все смотрится. Часть двигателя. Кстати, вероятно, перед этим это была верхняя часть двигателя. Вот это вот нижняя. Сиденья хорошо проработаны. Виден рельеф. Далее карты дверей тоже хорошо просматриваются. Карман, ручки, радиатор с рельефом. И вот они, дворники, которые нам не понадобятся. Также здесь зеркала. В комплекте отражающей пленки нет, поэтому, наверное, придется докупить мне металлический скотч, чтобы уже эта моделька выглядела как следует. И вот, кстати, передняя часть двигателя, какие-то элементы. В принципе, неплохо детализирован для этого масштаба, для такого уровня модели. Я думаю, еще чем-то его доработать будет вообще здорово. Тем более, раз кабина поднимается, то, я думаю, что-то добавить на двигатель стоит. Так, и последний литник. Опять же, детали салона, руль, рычажки. Вот какие-то элементы. Возможно, части колес. Вот это вот, возможно, рулевая тяга. Вот она отдельной деталью, уже хорошо. Есть шанс сделать поворотные колеса, наверное. Так, опять какие-то элементы довольно тонкие. Сами диски колес. Кстати, плохо, что здесь колпак уже отлит вместе с диском. Я бы предпочел, чтобы он был отдельно. Ну, раз так, значит так. Передние диски, сквозные отверстия, очень качественное литье. Очень здорово, мне нравится. И бензобак. Тоже хорошо все пролито. Очень здорово. Здорово смотрится. Ну что ж, друзья, вот такая вот интересная модель. Сидельный тягач МАЗ от фирмы «Автомобиль в деталях». Первая моя сборная модель в 43-м масштабе. И именно ее я буду делать вот в ближайшее время. Вот следующая моя модель, вот именно она. В какой цвет я ее буду красить, пока не знаю. Еще в раздумьях. Но точно не синий, точно не зеленый. Возможно, голубой цвет какой-то, такой поярче. Возможно, что-то из светлых оттенков, близкий к белому. Может быть, даже и желтый, оранжевый. В общем, пока в раздумьях, не знаю, буду выбирать краску. Тогда уже и решу. Кстати, красить я планирую автомобильной краской. Скорее всего, фирмы Босни. У меня уже есть грунтовка этой фирмы. И я видел, что у них довольно обширная палитра, поэтому что-нибудь выберу из нее. Что хочу сказать в итоге по модели. Моделька мне однозначно понравилась. Очень понравилась детализация, понравилось качество литья. Несмотря на такое первое впечатление, что все сложено как-то сумбурно,
на таких стрёмных каких-то рамках, но в итоге моделька многообещающая. Так что ожидаю приятную сборку и хорошую качественную модель на полке. Ну, обзор на этом я заканчиваю. Спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, если было интересно, обзор был полезен. Подписывайтесь на канал. Всем пока.